Друзья, всем привет! В Германии разгорелся очередной скандал, и связан это с... начали правительство Германии обвинять в том, что оно спонсирует и финансирует террористический режим, который сейчас установлен в Сирии, который сверг Башара Асада. Если вам эта тема интересна, друзья, смотрите это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего нового не пропустить из новостей и изменений в законодательство, связанное с беженцами и украинскими беженцами в Германии и в странах Европейского Союза. Друзья, кроме этого, хочу обратиться к украинским беженцам, потому что сейчас многие мне пишут, многие задают вопросы, не знают, что делать, как сменить параграфы, какие документы для этого надо, какие документы надо получить из Украины, как их легализовать на территории Германии, какие документы необходимо получить, из Германии, немецкие документы, для того, чтобы перейти на другие параграфы, то есть для того, чтобы сменить 24 параграф. И огромное количество вопросов, прям засыпают. Поэтому, друзья, вот моя электронная почта. Пожалуйста, пишите все эти вопросы на почту. Указывайте имя, указывайте номер телефона. Пишите вкратце, что вас интересует, какой вопрос. И по возможности я вам буду отвечать на ваши вопросы. Итак, в своем предыдущем видео я уже рассказывал о ситуации, которая в настоящий момент случилась пару дней назад в Сирии. Там произошли массовые убийства, там было убито более 750 мирных граждан, в том числе и детей. Эти жертвы являлись представителями алавитского религиозного меньшинства, а убили их потому, новые власти, скажем так, Сирии, потому что Башар Асад, который бежал и сейчас находится в Москве, он как раз таки принадлежит к этому религиозному меньшинству алавитов, которые проживают в Сирии. Первоначальная надежда на новую власть, на новое, скажем так, начало в Сирии, на которую так рассчитывали в странах Европейского Союза чиновники, оказалось, скорее всего, уже иллюзией. Это все прекрасно чиновники европейские уже понимают. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал западные государства не легитимировать исламское переходное правительство в Дамаске. Новый глава правительства Ахмед Аль-Шараа и его люди, он пишет, были джихадистами и остаются ими, даже если теперь носят костюмы, заявил Саар. В эти выходные маски были сброшены. Новые правители безжалостно истребляли собственный народ. Понятно, полевой командир, сейчас он является лидером Сирии. Он снял полевую форму и одел костюм. Напомню, за его голову, за его поимку по состоянию на январь 2025 года он находился в американских списках. И американские спецслужбы платили 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию, где он находится. То есть он находился в розыске. Как на самом деле сейчас происходит, сняли его с розыска или не сняли, я не знаю. Но на январь 2025 года 100% информация, он находился в розыске у американцев. То есть его искали американские спецслужбы. За что? За то, что он являлся боевым командиром при Усаме бен Ладене, и участвовал там в террористических актах и так далее. И сейчас он новая власть, как тогда еще, когда в декабре Башар Асад сбежал, написали европейские СМИ, что пришли демократические силы. Оппозиция демократическая, свергла Асада и установили там демократический режим. Вот мы сейчас видим результаты этого демократического режима через 2 месяца. Более 750 мирных жителей просто-напросто были убиты, в том числе старики и дети, вместе с женщинами. Израиль находится рядом, и Израиль там все это отслеживает, поэтому Израиль там владеет полностью информацией. И недаром этот чиновник израильский об этом сказал. Он раскритиковал тот факт, что в последние месяцы европейские представители съезжались в Дамаске, чтобы пожать руку новому правителю Сирии, и правительству. Европа не должна игнорировать реальность. Прежде всего, Европа должна возвысить свой голос против резни, против варварского убийства мирных жителей, против чистого зла джихадистов, сказал израильтянин. И какая же реакция стран Европейского Союза последует после этого массового убийства? Как вы думаете? Напишите, друзья, в комментариях. Особенно Германия. Почему? Потому что сирийские беженцы в настоящее время продолжают бежать из Сирии.
попадают в Германию и в Германии просят убежище. Но у них приостановлено рассмотрение их ходатайства о предоставлении убежища, но Германия их принимает. И в Германии сирийцы по количеству находятся на втором месте. На первом месте, напомню, находятся украинские беженцы. На втором месте сирийцы. Правительство Германии призывает к прекращению насилия в Сирии. Сообщения об убийствах мирных жителей и заключенных шокируют. Переходное правительство обязано предотвратить дальнейшие нападения, расследовать инциденты и привлечь виновных к ответственности, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии. Ну, реакция немецких политиков на заявление, Министерства иностранных дел Германии, конечно же, не заставила себя долго ждать. И в СМИ немецких разгорелся очередной скандал. Бывший политик и бывший заместитель председателя алавитской общины в Германии, его зовут Али Эртан Топрак, понятное дело, он выдвинул серьезные обвинения в адрес немецкого Министерства иностранных дел. В своем аккаунте в Фейсбуке вот что он написал. Роль Германии снова просто позорна. Они поддерживают исламистскую банду убийц Хаят Тахрир аш-Шам. Это группировка, которая свергла Башара Асада. Я уже 2 месяца обращаю на это внимание федерального правительства. Мы уже 2 месяца указываем на массовые убийства. Мы выразили опасения относительно возможности геноцида и этнических чисток. В Федеральном министерстве иностранных дел нам со всей серьезностью сказали, что мы должны дать шанс Хаят Тахрир аш-Шам и Джолани. Джолани — это лидер, за которого американцы обещают $10 миллионов. Учитывая продолжающиеся массовые убийства, я считаю позицию Германии просто отвратительной. С начала войны в Сирии Федеральное министерство иностранных дел поддерживало исламистские группировки в Сирии, называя их сирийской оппозицией. Это то, о чем я говорил. Почему в Германии такое однобокое восхищение исламистами? Уже несколько дней я получаю отчаянные звонки от людей, которые плачут и кричат по телефону и просят о помощи. Ну, я хочу еще, друзья, обратить внимание касаемо не только Сирии, то есть понимаете, да, то есть Министерство иностранных дел призывает правительство Сирии наказать виновных, скажем так, в этом массовом убийстве. Но, подождите, как оно может по сути наказать виновных, да, если они в окопах, в одних руководство сейчас Сирии, вместе с ними, с теми, кто убивал мирных жителей, да, в Сирии, сидели в окопах, ну, условно говоря, воевали против режима Асада. Как они могут наказать? Это их, скажем так, братья по оружию. Чиновники, европейские чиновники не видят этого. То есть, что там происходит, да? Я хочу еще сделать акцент на том, что, ну, это не касается Сирии, а это касается Украины. Что тоже, вот заметьте, ни один чиновник европейский не выражает беспокойства тому, да, известный тому, что происходит в Украине, на улице украинских городов, как действует ТЦК. То есть считают, что это абсолютно демократическим путем, как там ловят мужчин, как там проходит мобилизация. То есть в Европе на это просто не обращают никакого внимания. Точно так же, как и не обратили внимания на вот эти убийства, которые произошли в Сирии. Почему так происходит, друзья? Я не знаю. Вот напишите свое мнение в комментариях. В общем, своим постом в социальных сетях, этот представитель, который проживает в Германии, алавитского меньшинства, выразил непонимание, почему Германия до сих пор принимает эту исламистскую, как он написал, банду убийц в качестве законного переходного правительства. И мало того, еще отправляют деньги в Сирию на развитие страны. То есть еще помогают им в восстановлении страны. Платят этому сирийскому правительству деньги. Германия. Как известно, Германия недавно снова инициировала проекты, направленные на поддержание Сирии после падения режима Башара Асада на сумму примерно 60 миллионов евро. Эти деньги должны быть направлены в детский фонд ООН, да, и сирийские неправительственные организации. И все это пойдет вот на помощь этому новому сирийскому правительству. Ну и он, конечно же, задается вопросом, туда ли поступят эти отправленные деньги и не спонсирует ли таким образом Германия террористический режим во главе с террористом Джолани, как он его назвал. Ну, по сути, он и есть бывший террорист. На январь 2025 года он
находился в розыске в США. Сейчас он лидер в Сирии. Вот сейчас март месяц, прошло 2 месяца, он что, перевоплотился, перестал быть террористом. И Германия, получается, поддерживает это правительство, дают ему деньги. Ну не ему, а дают его правительству деньги. Все выплаты помощи Сирии должны быть немедленно прекращены, заявил Маркус Фронмайер, член комитета по иностранным делам от АфД. Клара Бюнгер, эксперт по внутренней политике левой партии, заявила: средства не должны поступать в коррумпированные сети или авторитарные структуры, а должны напрямую приносить пользу гражданскому обществу и гуманитарным проектам. Конечно же, когда вот это все понеслось уже по Европе, уже начали публиковать после этого убийства массового в Сирии, журналисты европейские начали это все наружу выдавать, да, начали задавать своим правительствам вопросы. Это не только в Германии, это и в Испании, и во Франции начали тоже обеспокоенные люди, да, журналисты этими вопросами. И, конечно же, тогда сирийское правительство, значит, отреагировало на это. Вот. И он записал, этот лидер Сирии записал видеообращение, в котором он заявил: вот что он сказал: мы решительно и без снисхождения привлечем к ответственности всех, кто причастен к кровопролитию среди мирного населения. Значит, и также он сказал, что, значит, новая администрация, переходное правительство в Сирии создало сейчас независимую следственную комиссию, которая будет расследовать эти массовые убийства. То есть они сами подтвердили, что эти массовые убийства были. Вот они произошли 8 марта 2025 года. Значит, эта комиссия следственная, которую создало новое переходное правительство Сирии, состоит из 7 человек, и оно будет расследовать эти все убийства и однозначно установит личности виновных, кто непосредственно это делал, и пообещали, что виновных накажут. Будет ли на самом деле это, друзья? Ну, должно пройти время, и мы с вами посмотрим, потому что, ну, это уже было публичное заявление, поэтому сказали А, и должен быть какой-то последующий ответ и Я, последняя буква, потому что, ну, никто не даст это замолчать. Я думаю, даже из европейских журналистов. То есть будут поднимать этот вопрос. Поэтому какие-то виновные там, я думаю, что все равно будут установлены. Но насколько они там будут причастны к этим убийствам, ну, это знак огромный вопроса. Потому что там, еще раз повторюсь, будут, по моему убеждению, может я не прав, не знаю, будут расследовать, скажем так, вот эти 7 человек, которые относятся к этой группе. То есть, ну, если люди в окопах сидели, еще раз повторюсь, как можно их наказать, да? Ну, сложно. Поэтому вот так, друзья. Вот такая несправедливая ситуация творится в мире. Ну, на мой взгляд. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.